Шумоизоляция квартиры своими руками. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Какая шумоизоляция лучше всего подходит для квартиры? Виды звукоизоляции в квартире. Есть разные способы снизить уровень шума вашего дома на этапе строительства. Каждый из них будет работать независимо от другого, но при совместной работе они дают значительно лучшие результаты. Звукопоглощающие материалы, которые поглощают звук, уменьшают или предотвращают возврат шума в комнату или прохождение через барьеры в другие жилые помещения. Обычно они легкие, пористые и улавливают звуковые волны. Звукоизоляция. Звукоизоляционные материалы обычно представляют собой толстые, твердые или тяжелые материалы. Они также могут быть гибкими, которые предотвращают или уменьшают передачу шума через стены, потолок или пол. Их масса отражает звук и препятствует его проникновению в комнату или выходу из нее. Обычно они устанавливаются на потолках, полах, стенах и даже дверях. Шумопоглощение. Шумопоглощение уменьшает или предотвращает прохождение вибраций через стены, поэтому они не могут передавать шум в другие жилые помещения. Строительные приемы шумоизоляции. Ступенчатое или двойное обрамление, использование изолирующих зажимов или каналов – это способы уменьшения или предотвращения передачи звука между комнатами. Составим список возможных вариантов. Минеральная вата, стекловолокно, вспененная целлюлеза, изоляция из пенопласта, пенопластовая панель. Типичные проблемы шумоизоляции квартиры. В большинстве жилых районов слышны тысячи шумов. Они могут быть воздушными, ударными. Тип шума и его частотный диапазон – это факторы, которые нас беспокоят. Наш диапазон слышимости составляет от 20 до 20 тысяч Гц, и он наиболее чувствителен к звукам в диапазоне 1000 Гц. Звукоизоляция может помочь улучшить наш комфорт и даже наше здоровье. Воздушный шум – это шум, который движется по воздуху. Сигналы транспортных средств, музыка, разговоры или лай собаки – это примеры звуков, передаваемых по воздуху. Ударный звук – это шум, передающийся через твердые среды, водопроводные трубы, плиты перекрытия, стены. Например, строительный перфоратор, предметы, падающие на пол или люди, идущие по деревянному полу, являются ударными звуками. Различные типы шумоизоляции. Минеральная вата. Минеральная вата – это волокно, изготовленное из расплавленного вулканического камня или шлака. Материал не горючий, не впитывает воду. По своему составу плотный и пористый материал, замедляющий прохождение тепла и холода через стены, пол и потолок. Кроме того, он может поглощать звуки и вибрации как от воздушных, так и от ударов. Шумоизоляция канализационных труб – один из примеров использования. Используйте в некоторых внутренних стенах или потолках и полах, чтобы уменьшить передачу звука, обратную связь и эхо. Я бы рекомендовал использовать высокоэффективную изоляцию из минеральной ваты для стен и потолка мультимедийных комнат и переговорных комнат, таких как гостиная и столовая. Это уменьшит передачу звука между комнатами и увеличит плотность стен, чтобы свести к минимуму обратную связь и эхо, облегчая четкое прослушивание в комнатах. Стекловолокно. Стекловолокно состоит из расплавленного пластика, скрученного в нити и усиленного крошечными стекловолокнами. Это пористый материал, который задерживает воздух, помогая сохранять в комнате тепло или прохладу в зависимости от сезона. Он поглощает воздушный шум на том же уровне, что и минеральная вата. Шумоизоляция стен из гипсокартона – отличный вариант применения материала. Стекловолокно также обладает тепловыми свойствами, которые помогают сохранять в комнате тепло или прохладу в зависимости от сезона. Поэтому она хорошо подходит для строительства дома. Жесткие панели можно использовать в стенах, потолках и полах, на внешних стенах для создания теплового и звукового барьера, а также в качестве подвижных панелей для поглощения звука и обратной связи. Отлично подходит для всех комнатных применений, но особенно для комнат, в которых вы хотите уменьшить обратную связь и передачу звука. Вспененная целлюлеза. Вспененная целлюлезная изоляция на 75-85% состоит из вторичного волокна из бумаги, а оставшиеся 15-25% из огнестойкого материала. Чем плотнее волокна уложены, тем лучше они поглощают и глушат звук.
Его можно гораздо проще и дешевле добавить для возведения перегородок, чем из других материалов. Обычно используется для шумоизоляции стен и потолка. Если вы ищете способ улучшить качество звука и уменьшить передачу шума во внутренних стенах, выберите целлюлезу. Я бы даже рекомендовал его для наружных стен и потолков. Используйте ее для шумоизоляции, и вы будете поражены изменениями, которые этот материал вносит в улучшение теплового барьера и в улучшение звука. Эхо, реверберация и обратная связь в комнатах и залах почти исчезли, а передача звука между комнатами и уровнями пола была значительно уменьшена. Шумоизоляция из пенопласта. Изоляция из аэрозольной пены представляет собой аэрозоль из пенополиуретана, который создает тепловой барьер и минимизирует движение воздуха. Он отлично подходит для удержания холода или тепла внутри или снаружи, но не является хорошим звукопоглотителем. Однако существует звукоизоляционная аэрозольная пена, которая хорошо работает в качестве звукоизоляции, которую можно использовать в стенах после строительства. Распыляемая пена помогает заглушить или уменьшить звуки, исходящие от входа в комнату или здание, и сделать то же самое со звуками, исходящими из комнаты или здания. Пена для распыления может использоваться для новых или существующих строительных конструкций и является огнестойкой. Распылительная пена лучше блокирует шум от перемещения между этажами и помещениями, чем поглощает шум. Пенопластовая панель. Пенопласт голубого или розового цвета производится из экструдированного полистирола. Они жесткие, как доска, с хорошим изоляционным фактором. Панели из пенополистирола также не изолируют, они более хрупкие. Панели из полиизоляционурата ИСО также экструдируются, и они лучше изолируют, чем панели розового или синего цвета, но более дорогие. Панели из полистирола могут помочь уменьшить передачу звука и заглушить звук в комнате или за ее пределами, разделяя слои. Можно использовать для шумоизоляции стен в квартире, шумоизоляция потолка, шумоизоляция пола. Полистирол бывает экструдированного и вспененного типа. Экструдированные плиты часто представляют собой пенопласт розового или синего цвета, который более прочный и плотный. Панели также доступны для установки в решетку подвесного потолка, чтобы еще больше уменьшить передачу звука между помещениями и этажами. Полистирол или изделия из пенополистирола используются для охладителей, кемпингов и кофейных чашек, поэтому они обладают тепловыми свойствами. Эти термические свойства переводятся в звукопоглощающие свойства. Изолируйте вашу квартиру от шума и будете спать спокойно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.